Всем привет, друзья! Люди сегодня спят, отдыхают после праздника Ивана Купала, а мы приехали на рыбалочку половить окуня, щучку. Такое красивое озеро, небольшое, но в прошлом году мы здесь ловили. Щука поклевывала, кушок тоже. Приехал на место, рыбаки уже ловят, кто на кружки, кто на спиннинг. У нас сегодня ветрено. Приехал на мотоцикле. Снял с него кучу шмурдюка. Сейчас это все будем разлаживать, собирать лодочку и отправимся в путь половить рыбку. Погнали, друзья! Так, друзья, снасти сложили. Выдвигаемся в путь. Вода поднялась по сравнению с предыдущим годом. Спускаться стало сложновато. Ну ничего, потихоньку. Первый выход на воду 2024 объявляю открытым. Кинем якорь. Ну что, друзья, попробуем первый заброс. Первый заброс нам кроме травы ничего не принес. Но говорят, это и хорошо. Где-то 5 часов утра. Только восходит солнышко. Думал я, конечно, что сегодня здесь буду один. Нет. Есть еще рыбаки. Компания, это тоже неплохо. Кружками заставлено все по периметру. Где-то найдем место половить. Что там, зацеп? Да, травы немерено. Зарастает наше озерцо.
Ветер дует юго-восточный. Волна немножко присутствует, но особо дискомфорта нету, кроме травы, которая попадается практически на каждом забросе. Если ничего не получится, будем подповерхностные воблеры пробовать. Так, что-то на вертушку особо не хочет. Попробуем блесенку поставить. Так, что тут у нас по блеснам? Что-нибудь. Проверенное годами. Так, попробуем атома такого зацепить. Симпатичная блесенка. Сейчас ветрено, он и лететь лучше будет. Озеро небольшое, а на моторах туда-сюда. Рыба-то в шоке. Трава, бляха. Рыба в шоке от такой движухи в купальское утро. Так, друзья, поставил такую копию на Маласа. Попробуем им. Кружки стоят через каждых 20 метров. Неужели так кушать хочется? Не понимаю такой рыбалки. Озеро примечательное. Сюда каждый год езжу. В прошлом году с дедом был. Кстати, этот же спиннинг с лодки нырнул, на 2 ловил. Я за спиннингом через лодку перекулился. Груз в воде. Спиннинг достал, а сам вылезти не могу. Хорошо, что дед рядом был, спас. Притянул меня к берегу и лодку. И меня домой добрались, переоделся. Если б не дед, кирдык бы, наверное, был. Так что спасибо деду. В этом году поехать он не смог. Рыбачу один. Условия практически никакие. Все в кружках. Куда ни кинь, везде кружок. Ну ничего. Попробуем. Пока рыбка молчит, ни окуня не было, ни щуки. Но будем стараться. Не знаю, как там вам видно все. Первый раз с лодки снимаю. Атмосфера, конечно, классная. Не жарко. Кстати, погода щучья. Но что-то пока она молчит. Еще рановато, конечно. Думаю, что ближе к 10 выход будет. Пока так. Кидаем куда возможно. Блесна молчит, вертушка молчит. Может, малас поверхностный как-то себя проявит.
Конечно, мотором походили вдоль и поперек. Рыба здесь пугливая. Пару лет назад с другом приезжали, неплохо отловились. Щучку взяли на 5, на 4 и где-то 2 килушки. Плюс окушки такие неплохие, грамм по 700. Зарастает водоем. Практически весь уже в траве. Лучше бы они водку пили, а не кружки свои ставили. Кстати, оно-то и на кружке я у них спрашивал, особо не берет. Смысл тут их от 40 штук. Не, друзья, я ошибся. Тут кружков не 40, их, наверное, гораздо больше. Они рядами через каждых 10 и 20 метров по всему водоему. Я такого чуда еще не видел. Наглость людей порой зашкаливает. Тут не то, что спиннинг, тут якорь негде кинуть. Если мы сегодня поймаем что-либо, это будет чудо просто. И при всем при этом они еще и на моторе ходят здесь. Друзья, уважайте себя, водоем и других рыбаков. Не делайте так. Ну, 5 кружков, ладно. Даже 10, ладно, на человека. Но когда вас двое, их штук 50, ну это уже вообще, это даже не наглость, это какой-то зашквар. Это не рыбалка. О, кружок, наверное, схватил. Но вот что, вот как рыбачить, друзья. Ну это ж вообще капец. Куда ни кинь, везде кружок. Ну как это, ну что это, ну зачем это и для чего это? Ну вот смотрите, опять поймал кружок. Ну что это? Неужели так кушать хочется? Здесь просто некуда кинуть. Все в кружках. Это не отдых, друзья. Я не знаю, может для них это и отдых. Но я такого отдыха не признаю и не понимаю. В чем тут кайф заставить весь водоем кружками сидеть и ждать с моря погоды,
ради этих несколько щучек. Будем что-то пытаться пробовать, пока кроме кружков ничего не споймали. Ну вот как, вот их тут на месте только штук 20. Как ловить, друзья? Надо хоть одно место найти, немного посвободнее. Ну, правда, просто некуда кинуть. Я в шоке. Вот, друзья, как можно на таком маленьком водоеме на лодке ходить с мотором? Тут на веслах нечего грябать. Все заминировано. Блесну некуда положить. Погода пасмурная, попробуем поставить блесенку чуть поярче. Вот такого цвета, друзья. Атома. Супруга с утра говорит: да лучше бы ты поспал. Да нет, не так часто получается выбираться. Бляха, думал, рыба. Траву цепанул. Трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Та-да-дам, та-та-да-дам. А так аж рука обрадовалась. Вот это бомбануло. Ух, какая щука с парусами. А ну-ка иди сюда. Да, зарастает водоемчик, конечно. Особо поверхности не покидаешь. Их выдует. Блесна вроде где-нигде нормально проходит. Все, ребята, бравые хлопцы собирают все свои кружки, уезжают. У нас 10 часов, 11 час. Но, наверное,
пока часа 2 проклевываться рыба не будет. Все, они тут на моторе исходили вдоль и поперек. Подождем, время у нас есть. Еще порыбачим. Что по снастям? Спиннинг у меня, друзья, Shimano Diaflash до 10 грамм, от 2 до 10. Катушка тоже шимановская, 2500. Шнурок 0,6. И поводок с флюорокарбона 40 сантиметров. Подсак взял такой, на мотоцикле большой не положишь, но он разлаживается. Блесны легко извлекаются, сетка резиновая, нормалек. Посидим немного, отдохнем, соберут все свои кружки и продолжим. Друзья, вроде бы кого-то цепанули. Да, друзья, щука. Друзья, первая щучка наша. Красотка, красотка. Опа. Друзья, с почином нас. Ха-ха. Мелкая какая, а? Но приятно, правда? Ходи-ка сюда, родная. Смотрите, друзья, какая красотка. Ага. Кайф, кайф. Спасибо тебе, дорогая, порадовала нас сегодня. Я думал, уже ничего хорошего не будет. Плыви за папой, за мамой. Мы такую мелкую брать не будем. Опа. Полотенце забыл, придется все по-нашему. Руки помочите об штаны. Ну, друзья, уже огонек. Приятно, настроение поднялось. Класс. Вот кружки убрали, мотор немножко стих. Все, постояло полчасика. Вода спокойная и сразу поклевка. Класс, класс. Продолжаем, друзья. Взяла на атом. Вот такой вот расцветочки. Старая боевая блесна. Опа. Здесь внизу трава. Особо больше ни на что не половишь. Слишком большой ветер. На поверхности тоже толку нету. Вертушку выдувает. Ветер очень сильный. Но вот атом проходит пока нормально. Ну, в бой. Повтори-ка нам красивый ударчик. Ну вот, друзья, уже приятно. Уже не зря. Уже первая щучка в этом году на любимый спиннинг, на любимом озере. Мы тут часто и с дедом рыбачили, и с другом, и отлавливались неплохо. Кстати, я здесь поймал своего самого рекордного окуня. Килограмм 100. Вот. Не килограмм 100, а килограмм 100 грамм. Ой, друзья, класс. Все-таки день пошел на плюс. Так ударила бойко, как взрослая. Думал, даже сразу камеру не успею включить. Нет. Нормалек выудили. Вот так бывает, друзья. Еще одна поклевка была. Обрезала и мой поводок, и мою блесну. Наденем такую похожую с блестками. Не знаю, как она себя покажет. Атом тот, конечно, проверенный был. Но посмотрим. Покидаем пока эту. Ветер не ослабевает. Так, а подожмем фрикцион. Ветер, такое чувство, что становится только сильнее. Но... Опа! Но радует, что рыбка немножко активизировалась. Ближе к 11. Хороший тоже ударчик был. И резко обрезала все. Блесну, конечно, жалко. Ну, что поделать. Без потерь не бывает удач.
Перепробовал, друзья, все перспективные блесна. Ветер еще больше усилился. Надел вот такую прикольную вертушку бело-красную. Посмотрим, может на нее что соблазнится. Ловить практически невозможно. Натуральный шторм. По ветру еще кое-как можно закинуть. Против вообще нереально. На лодке как на скаку. Условия, конечно, так себе. Ну, еще пару часиков у нас есть, и попробуем. Вдруг что получится. Ветер такой, что аж задувает воду в лодку. Все равно не зря приехали. Лодку выгулили, спиннинг покидали, поклевку увидели, поймали, отпустили. Ну, на удачу, в следующий раз повезет. Задуло уже все их глаза, кожа вся на лице высохла. Ветер, конечно, огонек. Не для рыбалки он уж слишком сильный. Хотя вроде бы такого не передавали, да? Что-то он совсем разгулялся не на шутку. На лодке как на скачках, только успевай держать равновесие. Надо было сегодня шашлыки делать. Но, к сожалению, друзья, время свободного не так много. Поэтому как есть, так есть. На рыбалку тоже очень хотелось. Спиннинг год в руках не держал. На лодке поплавать тоже в удовольствие. Обидно, конечно, что вторая сошла. Блесну обрезала. Но это рыбалка. Здесь возможно все. Сегодня пусто, завтра густо и наоборот. Классно увидеть все-таки старые места, как меняется водоем, природа вокруг. Одна трава клюет стабильно. Раньше этими блеснами здесь проходил без проблем. И на резинку можно было половить, а сейчас подводной растительности немерено. С чем это связано? Смотрю, так повсеместно водоемы зарастают. Не только это. Может, климат меняется. И там на дне все меняется. Черт его знает. Но рыбка, загни нам спиннинг за старание напоследок. Да пойдем на перекус. Взяли с собой перекусить. Оставил в мотоцикле. Сюда уже в такой ветер не стал с собой брать. Разлетелась бы вся колбаса и сало. Ту-ду-ду, ту-ду-ду. Торопился и жилет с собой забыл. Аккуратней тут надо, чтобы за борт не уйти. А то у меня тут уже был, как я рассказывал, случай без жилета. Чуть не окоченел, под осень это все было. Если б не дед, так бы и ушел.
на дно. А доплыть там нереально было с мокрыми шмотками. В холодную воду. И то, пока он меня тянул, чуть руки от лодки сами по себе не опустились. Да, бывает в жизни всякое. Так что это дело такое, нужно всегда быть осторожным. Ну кто ж тогда думал? Надо было спиннинг спасать. Вот ты поставил приоритеты. Снасть дороже собственной жизни. Говорю, хорошо, что все обошлось. Эх, огонь батарея! Ах, летит как хорошо. Березки молодые так повырастали. Помню, лет 10 назад сюда ездил. Кустики только небольшие, все. Угрей здесь куча было. Карась хорошо ловился. А с годами все труднее и труднее тут рыбу споймать. По осени здесь, конечно, проще. Трава оседает, щука жирок нагуливает, поклевки намного чаще. А сейчас такая трудовая рыбалка в экстремальных условиях. Вот это ветрища. К вечеру дошкребем, надеюсь. Фу. Но еще здесь ненадолго тормознем, немного закинем и все. Фух, друзья, это, конечно, что-то с чем-то. В любом случае, я рад, что сегодня здесь. Старые места забывать нельзя. Огонь! Деревья он гнет, как мой спиннинг. Осталось метров 100 до берега. Сейчас тут покидаем минут 15 и будем пробовать выбираться. Все, друзья, выбрались мы с водоема. Что хочется сказать. День прошел классно, порыбачили тоже неплохо, да, не без нюансов. Рыба клювала слабо, куча кружков стояла, препятствия различные, ветер он шквалистый. Но спасибо водоему за то, что принял, за то, что подарил те эмоции. Хорошо намахался веслами, отличная зарядка, накидался спиннингом. Поймал небольшую щучку, отпустил, повезет в следующий раз. В скорости, возможно, приедем, устроим матч-реванш. А пока у меня тут легенький перекус, покушаем и будем, друзья, собираться в путь. Всем удачи, всем добра, любите природу, рыбачьте, отдыхайте, проводите полезное время. Всем пока-пока, друзья.